Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня очень важная тема. Это ответ на вопросы некоторых наших зрителей и подписчиков, а также читателей из социальных соцсетей. Ну и этот вопрос меня очень много лет волновал, особенно в последние годы. Я раскапывала луковицы, красивые тюльпаны раньше были, я никогда их особо не выкапывала, редко там, когда выкапывала, пересаживала, это лет 5 на одном месте. Очень красивые были тюльпаны, а потом появилось вот это разноцветные такие цветочки, разные цвета. Кто-то писал о том, что это вирусы, и это страшное дело, но я решила раскопать. И я, раскопав, была удивлена от того, что, ну, в данном случае у меня здесь нету. Здесь работал не этот вредитель, здесь работал не кивсяк, а здесь работали слизни. Но я хочу вам по порядку рассказать сейчас, каким образом я нашла, во-первых, что это многие находят, и я нашла. Вот как написано, вот как называется этот вредитель. Я сейчас вам показываю на экране. Буквально вот это вы увидите, и вы увидите на экране вот этот червячок. Это кивсяк, многоногая многоножка, червеобразный вредитель. У нас в среднем, я меряла уже, когда нашла способ борьбы с ним, где-то от 3 до 5 до 6 сантиметров вот этот вредитель растет. Вот. А за сутки вот этот червячок съедает в 1,5 раза больше своего веса. Ну и размножение. Обычно вот тюльпаны зацвели и уже заканчивается цветение, особенно при поздние сорта цветут. И мы смотрим, что-то с тюльпанами не так. Оказывается, это оптимальная температура для размножения вот этих вредителей. Вот одна самка откладывает яйца, 70 яиц за один раз. И вот в течение, все зависит от погоды, в течение где-то 2, 3, 4 недель до месяца выходят личинки, и им нужно очень много жрать. Есть, извините за выражение. Вот, и они начинают съедать вот эти луковицы наши. Естественно, надо выкапывать, но я нашла способ, каким образом справиться с этим вредителем. Так как он выходит весной, вот, это можно сделать и на зиму при посадке. Вот смотрите, российские огородники, у вас есть такая прекрасная штука, которая называется рубит. Я использую уже 2-й год. Очень удобная вещь, не только от тараканов, муравьев, а вот этот я испытала на кивсяке, выловила его в баночку и провела испытание. И затем использовала при выращивании овощей. Прекрасно получается, корни не съедают. Раз в месяц где-то вот надо 1 раз капнуть. Вот очень удобно работать, видите, чуть-чуть вот, даже при посадке, смотрите, что нужно делать. Берете растение, вы высадили и просто вот тут чуть-чуть капнули. И вам на осень достаточно этого будет. А уже весной, когда уже растения поднимутся, и, естественно, уже будет температура почвы от 22 градусов и выше, можно снова еще раз капнуть вот таким образом. Ну, раз в месяц этого достаточно, а потом выкапываем. Если не выкапываете, то придется еще раз капнуть для того, чтобы эти вредители все разбежались. Особенность этого препарата очень интересная, он не вредный, хотя это на цветах, особенно вредности для выращивания овощей нету, не замечено. Я изучила этот препарат и опыт имею, и использую при выращивании овощей. Очень хорошая вещь, кстати, так что используйте, уважаемые коллеги, у нас в Украине тоже есть. Следующий вредитель, я его записала и показывать даже не буду, насколько это не очень приятно, это слизни. Вот. Я вам лучше покажу, чем пользоваться для выращивания цветов, именно для цветов. Нужно именно качественный вот этот препарат. Препарат, вот синие такие гранулы, видите, слизняк. Вот эти гранулы нужно рассыпать при посадке осенью. Ну и затем уже, когда весна начинается тепло, и тоже просыпать вот этими горошинами возле растений. Очень хорошо тоже помогает. Они вылезают, эти все слизни, и каким-то образом там что-то происходит с ними, что они погибают, высыхают.
Это что касается вот даже сейчас, потому что еще теплое время. И если у вас есть слизни, то, естественно, перед посадкой нужно будет обязательно просто немножко просыпать в районе посадки вот эти гранулы. Это что касается слизней. Но берите снова же качественные. Сейчас очень много подделки. Я беру импортный для того, чтобы уже знать наверняка. Я его проверила, нормально работает. Теперь вопрос был по поводу мышей. Что делать? Съедают. Очень много сейчас проблем с луковицами. Любыми луковичными зимой. Это очень вкусная еда. Съедают мыши. Можно использовать в различные вот такие приманки. Но еще есть очень хорошая вещь. И у меня просто она, не буду открывать, сильно воняет. Я покупаю в аптеке. Деготь называется. Березовый деготь. Просто-напросто можно чуть-чуть, а это жирная такая субстанция черная, сильно вонючая. И ее можно просто развести, но для того, чтобы развести, нужно обязательно еще использовать дополнительно. Знаете, что емкость выбросите, это какой-нибудь стаканчик пластиковый, туда добавьте какого-нибудь моющего средства. И оно более растворится, потому что это жир такой. И вот пролить, вот где вы посадили луковицы, можете просто-напросто пролить вокруг, где-то посерединке, но не на сами луковицы. Против кивсяков, вот этих червей, вот этот рубит идет хорошо. Видите, сколько нужно нам сегодня делать различных манипуляций, агроприемов для того, чтобы защитить наши цветы. Ну, вот такое время развелось вот этих всех вредителей. Эти кивсяки прекрасно работали раньше в лесу, перерабатывали органику. Но вот их много сейчас развелось, и вот в связи с этими погодными условиями, то влага была очень удобно, органики много, и вот они поразводились, и уже теперь на наших огородах, и цветы теперь взялись за цветы. И вот все подряд грызут, съедают и уничтожают посадки. Причем они съедают не только цветочки, кивсяки едят и слизни, абсолютно все овощные растения. Поэтому можно использовать заранее вот эти препараты. Деготь пролили. Знаю, что мышам не нравится вот этот аромат противный. Ну вот не хочу открывать, потому что пропитаемся, неприятный запах от дегтя. В аптеке продается, этикетку просто сняли, было мокрое что-то, и поэтому не могу показать. В аптеках продается, это доступно каждому, можно просто даже не разводить, открыть и прокапать по периметру, где вы посадили цветы, везде прокапать вот этим березовым дегтем. Не нравится этот запах, хватает на всю зиму. Можете зимой еще повторить. Вот, при посадке можете в землю прокапать, для того, чтобы там сохранилось, потому что будет подниматься все-таки состав дегтя и испаряться, поэтому лучше при посадке взяли, туда накапали, этим защитили. Кстати, кивсякам деготь не мешает, им море по колено, а вот этот препарат рубит очень хорошо работает с ними, они все погибают. Вот такая сегодня очень важная тема и ответ на вопрос. Вот мы сейчас будем высаживать луковичные весенние цветы. Что делать? Что делать, чтобы наши луковицы были не повреждены и, естественно, чтобы они выросли и радовали цветением. Эта луковица, видите, даже это, видимо, уже ощущается, что не сможет дать цветок. Вот растение само начинает давать. Это у меня просто закатилось несколько луковиц. Вот это нормальное, а вот это закатилось, и уже ее кто-то выгрыз на грядке, там вот зелень была, и вот выели, это слизни, так работает. Вот, и растение пытается оставить после себя деток, у каждого растения такая задача, оставить потомство. Поэтому, пожалуйста, готовьте, найдите, это есть, это доступно. Если это в Украине доступно, то я думаю, что в России тоже вот эти препараты доступны. Защищайте от мышей, защищайте от слизней. Просто-напросто вот эти все, вот я их выложила, эти 3 препарата, даже 4, которые могут помочь нам сохранить луковицы цветочных растений. Раиса Горяченко, Александр Болик рассказали, как сами пришли к таким важным моментам. Во-первых, нашли вредителей. Ими оказались в основном на луковичных это кивсяки.
вот эти червяки, которые уничтожают, и слизни, это чаще всего. И мы поделились с вами нашим опытом и тем препаратом, который именно вот этих хивсяков уничтожает и не вредит окружающей среде. Всего вам самого доброго, до новых встреч, пусть у вас будут красивые цветы, красивые клумбы и хорошее позитивное настроение. И здоровые, естественно, растения без вредителей и без болезней. Всего вам самого доброго еще раз. До новых встреч на нашем канале.